Давайте я вам сразу скажу, чего дальше точно не будет. Чудес не будет. Никаких. Не надо ждать от Трампа дружбы или радикального изменения отношений с Россией. То, что он выиграл выборы, несмотря на сильнейшее сопротивление значительной части американской политической и экономической элиты, это уже чудо. И требовать большего – искушать судьбу. Не надо этого делать. Президентом оказался человек, которого очень сильно не любят те, кто формировал чрезвычайно агрессивную внешнюю политику США последних лет и вел страну прямым курсом на военное столкновение с Россией и Китаем. Теперь у американских политиков другого рода с другими интересами и идеологией появится шанс выстроить другую внешнюю политику. Это впервые за долгие годы может быть политикой действительно в интересах США. Я не оговорился. Победа Трампа – это в некоторой степени победа американских элит. Точнее, элит, которые сохранили хоть какую-то американскую идентичность и самоощущение как американцев над глобалистскими элитами. Это их победа над той самой наднациональной олигархией и бюрократией, которых, как о главных проблемах мира, совсем недавно говорил Владимир Путин. Эта наднациональная олигархия и бюрократия использовали Америку в качестве инструмента для своих целей и в определенном смысле как дойную корову. Статистика показывает, что значительная часть тех, кто проголосовал за Трампа, это чувствующие себя беднее за последние годы. Оказывается, таких в США очень много. Они становились беднее, в то время как та самая наднациональная элита, часть из которой живет в США, а также ее интеллектуальная обслуга богатели за счет грабежа остального мира и остальной Америки. Вчера подняла бунт та самая часть американского общества, для которой Джордж Вашингтон важнее, ближе и роднее, чем Джордж Сорос. И вот с этим сегментом американского общества, который представляет Трамп и его окружение, мы имеем неплохие шансы договориться. С Соросом и Бжезинским у нас на это не было ни малейшего шанса. Однако это не значит, что вдруг расцветет российско-американская дружба. Хотя возможность избежать настоящей глобальной войны – это уже большой-большой шаг вперед. Вспоминая слова Путина о ситуации в Сирии, я думаю, что нет каких-то непреодолимых препятствий, чтобы договориться с Трампом и теми, кого он представляет. Вспомните, наш президент говорил на Валдае, что ему удалось заключить сделку по Сирии даже с Обамой, но в Вашингтоне нашли силы, которые эту сделку сорвали. У этих сил есть символ, а у символа имя и фамилия. Хиллари родом Клинтон. После победы Трампа у этих сил будут другие проблемы. У них резко сократятся возможности влияния на внешнюю политику США. А если Путин смог договориться с Обамой, то, думаю, и с Трампом это вполне реально сделать. И последнее. Я, как известно, очень скептически отношусь к моральным и интеллектуальным способностям многих киевских политиков. Однако было бы неверно считать, что они совсем тупые. Да, это не Ньютоны и не Декарты, но какой-то почти звериный инстинкт самосохранения у них присутствует. Избрание Трампа спровоцировало среди украинских политиков и экспертов настоящую панику, которая не имела бы смысла, если бы каждый из них был уверен, что новая администрация Белого дома будет и дальше их кормить, оплачивать и поддерживать. Инстинкт, да, и информация, полученная от госдеповских кураторов, видимо, подсказывают им, что надвигается большая, белая, пушистая и толстая зрада. Я тут ради интереса посмотрел, что делал Трамп в тех случаях, когда у него на руках оказывался дорогой и убыточный проект. Например, какая-нибудь очередная башня, которую построили, в которой должен был быть отель с казино и спа-салонами и фешенебельные офисы, а клиенты не пришли. Или деньги закончились, или партнеры по строительству оказались идиотами. Выяснилось две вещи. Первое. Трамп, как хороший бизнесмен, очень быстро избавляется от таких активов. Если ситуация кажется ему бесперспективной, то долгострой или недострой, или просто убыточный объект сразу же выставляется на продажу. Вторая вещь. Трамп, как и подобает хорошему бизнесмену,
умеет смотреть на вещи реально и продает такие активы по очень низким ценам в надежде вернуть хотя бы часть затраченных денег. В худшем случае он может продавать активы мелкими частями, чтобы хоть что-то за них выручить. Я предлагаю вам самим подумать о том, что это означает для будущего проекта «Украина».